Всем привет-привет! Сегодня мы начинаем новую мини-серию на канале. Она будет посвящена работе с OpenAI плагином. Как я говорил в предыдущих видео по OpenAI, что я хочу для плагина сделать демку. И, собственно, я ее и сделал. Будем с вами разрабатывать интерактивный AI-музей, в котором пользователь с помощью своего запроса будет создавать свою уникальную картинную галерею. Все сделаем с нуля, видео будет немного, где-то 3-4 урока. Текущее видео промо, поэтому я сейчас продемонстрирую наш финальный результат. Демо уже доступно на моем аккаунте Itch, поэтому после просмотра можете скачать и потестировать. На странице я выложил 2 демки, 2 сборки. Первый билд легковесный, простейшая футуристическая картинная галерея, по сути просто коридор. Приблизительно так это будет выглядеть в самом конце. В следующем видео также создадим публичный репозиторий, и весь код, естественно, как обычно, будет открытым. То есть видим, в разделе загрузок имеется 2 ссылки. Одна демка легковесная, которую я только что показывал, 300 с чем-то мегабайт. А вторая весит где-то 1 гиг, она по внешней ссылке с моего Google Drive. И отличие в том, что в тяжеловесной версии я скачал контент-пак из Epic Game Marketplace и в готовую сцену добавил картины. Контент-пак, кстати, был бесплатный в свое время, поэтому рекомендую, как только появляются месячные бесплатные ассеты, то сразу их загружать, поскольку они могут пригодиться. Контента с музеем, естественно, в репозитории не будет, поскольку копирайт. Но в самом конце серии покажу, как это сделать. Немного надо будет свет там поднастроить, и все будет ок. Также для полного экспириенса необходимо иметь аккаунт OpenAI. Про генерацию ключей я рассказывал в видео про плагин, но в демке также будет офлайн мод, поэтому их в любом случае можно скачать и потестировать. Еще немного организационных моментов. Просьба, у кого имеется аккаунт на Epic Games, поставить звездочки плагину OpenAI. Можно мини-ревью какой-нибудь написать, достаточно пары предложений. И также буду признателен за звездочки репозиторию. Надеюсь, в какой-то момент получится сделать его официальным плагином для OpenAI под Unreal. Также я наконец создал страницу на Boosty, поэтому у кого есть возможность поддержать, буду благодарен. На Boosty абсолютно такие же уровни подписки, как и на Patreon, то есть 1 в 1. И люди с самого верхнего уровня подписки также будут попадать в титры на каждом видео на канале. Поэтому за саппорт всем огромное спасибо. Также, кстати, имеется донат слева, то есть можно поддержать курс на Udemy и тому подобное. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы быть в курсе последних новостей. И всем патронам огромное спасибо. И, как и обещал, в титрах патроны верхнего уровня. Все, болтология закончилась, приступаем к просмотру демок. Итак, у меня они, естественно, уже скачаны, то есть Light версия и Hard или Cool версия. Давайте начнем с Light версии, это то, как будет выглядеть наш проект в самом конце разработки. Перед стартом демки необходимо зайти в директорию AI Museum и в инишный файл добавить ключ разработчика. На странице плагина вся инструкция есть, как получить данный ключ. Вставляете его в первую строчку после знака равно. Organization ID на самом деле можно не добавлять. Я так понял, что данный айдишник используется просто для какой-то внутренней статистики, работает все и без него прекрасно. Но если ключа нет, то демку также можно будет запустить. У нас будет офлайн мод и совсем скоро его также посмотрим. Итак, у меня авторизация в отдельном файле. Мне сейчас необходимо ее обновить, чтобы не палить свой ключ. И после этого можно запускать проект. Запускаем .exe файл. Итак, перед нами главная страница. Давайте пойдем прямо по порядку. Имеется input поле в самом центре, где вы можете придумать словосочетание, фразу, на основе которого хотите, чтобы OpenAI сгенерировал изображение. Давайте введем, например, летающие пончики. После этого нажимаем на кнопку Create. И к OpenAI отправился запрос для генерации изображений Flying Donut. Ждем, когда придет респонс от сервера. Вращается наш спиннер. Вуаля! Пришел ответ от сервера. И мы создали с вами картинную галерею летающих пончиков. Простейшая сцена. Я добавил текстуры из Quixel Bridge. Также покажу, как это делается, если кто не в курсе. И у нас генерировалось 10 картин. То есть, грубо говоря, мы отправили запрос на сервак, подождали. Пришел ответ в JSON формате с байтами изображений. Мы их распарсили, создали текстуры и обновили сцену. Ничего сложного. И в самом конце коридора невидимая коллизия, которая возвращает нас на главный экран интерфейса. Далее внизу имеются дополнительные кнопки. Это скорее опции для ленивых. Готовые пресеты.
можно выбрать и сгенерировать. Например, давайте сгенерируем кактус встречается с шариком. Точнее, кактус на свидание с шариком. Такой вот замес получился, достаточно романтично. Не думаю, что их отношения, конечно, продлятся слишком долго, но anyway. Немного, естественно, здесь происходит, но поскольку это демка для OpenAI плагина, то такой функциональности вполне достаточно для демонстрации возможностей. И еще имеется одна волшебная хитрая кнопка, которая называется Random. То есть здесь у нас с вами Double Trouble. При нажатии на данную кнопку я отправляю дополнительный запрос к OpenAI с просьбой сгенерировать мне идею для генерации изображений, то есть тоже такой ленивый режим. Идей у нас нет, книжек мы читали мало, поэтому придумай все за нас. И давайте создадим пиксельную тусовку у Пикассо. Итак, галерея создалась. Выглядит, конечно, так себе. То есть не все на самом деле промпты удачные. Мне кажется, прикол тут был, что поскольку Пикассо занимался кубизмом, он решил как-то это обыграть и выбрал пиксель. То есть, по идее, должна быть воксельная тусовка у Пикассо. На самом деле, достаточно залипательная штука. В какой-то момент, когда программируешь, понимаешь, что ты просто нажимаешь и читаешь бред, который он генерирует. У него какая-то фиксация еще на авокадо, он генерирует очень много с данным словом. Скорее всего, он за ЗОЖ. О, рыба в наушниках. Ну, давайте посмотрим, что из этого может получиться. Картинка в интерфейсе «Девушка в шлеме» также сгенерирована была с помощью AI, только с помощью Midjourney. У Midjourney, конечно, уровень на порядке выше, чем у OpenAI-овской DALL-E. Такие вот рыбы получились в наушниках. Такое скетчевое все. Ничего, конечно, сверхъестественного, но забавно. Так, ладно, давайте убегать из нашей галереи. И сейчас с вами посмотрим офлайн мод. В офлайн моде я просто заранее сгенерировал картинки и захардкодил их в проект. То есть никаких запросов здесь к Сироку не идет. Поэтому демо в данном режиме будет работать, даже если у вас нет ключа OpenAI. И в офлайн моде уже известный нам космонавт на лошади. И генерации весьма достойные, кстати. Ну, в общем, посмотрите. Это на самом деле вся демка. Чуть попозже покажу кое-какие детали реализации. А сейчас давайте переходить ко второй демке. Она у меня также скачана, весит она где-то гигабайт. По сути, это размер контент-пака. Также необходимо мне добавить свой ключ, поэтому просто заменяю файлик на заранее подготовленный. И давайте на самом деле покажу на всякий случай инструкцию. В репозитории в README в секции авторизации имеется инструкция по созданию аккаунта, по генерации ключа. Для создания аккаунта необходимо подтвердить номер телефона, поэтому у кого нет такой возможности, то можно воспользоваться различными сервисами, которые могут отправить смс-ку на определенный номер. Ну что, давайте запускать тяжеленькую версию с классным контентом. Естественно, интерфейс выглядит аналогично. По сути, это просто другой уровень с такими же настройками. Он иногда, кстати, повторяется, потому что у нас в презетах тоже есть тусовка у динозавров. Ну, давайте создадим. Итак, открылся уровень. Это уже больше похоже на галерею. Все дорого-богато. И на картинах у нас тусуются динозавры. Текстуры кайфовые, фактурные. Плюс с Lumen все смотрится достаточно шикарно. Я ничего на самом деле в цене не менял. Единственное, что я убрал картины, которые были по дефолту, и развесил свои блюпринты. Это где-то час работы при условии, что весь основной функционал готов. Музей двухуровневый, имеется еще и первый этаж, но экшена здесь также никакого нет. И в самом конце также имеется выход, он совпадает с данной дверью. И также в данной демке доступен офлайн мод. Все тот же астронавт на коне. Лошади, наверное, не сладко с скафандром, хотя, возможно, они где-то скачут, где небольшая гравитация. Так, все, закрываю демку, особо здесь нечего больше смотреть, сами скачайте, побегаете. Давайте покажу сам проект. Все, естественно, будет на C++, как мы с вами любим. Запускаю Visual Studio. Итак, открылась наша основная сцена, уровень, коридор, и на стенах развешаны блюпринты, картины. Соответственно, при генерации изображений мы будем обновлять материалы у данных блюпринтов. Также на сцене имеется основной класс контроллер, который отвечает за всю логику создания галереи. Это класс AInfo,
то есть актор без визуального представления. В нем имеются указатели на различные акторы, которые нам потребуются для работы нашей галереи, и также, как мы видим, массив из захардкоженных изображений для офлайн режима. И, как и говорил, экзит-портал — это просто коллизия, при оверлапе которой мы возвращаемся в интерфейс. Интерфейс состоит из нескольких виджетов. Главный виджет Welcome, на нем происходит вся магия. Также, кстати, будем обрабатывать различные ошибки. И на самом деле, если у вас нет ключа, то должна отобразиться ошибка при запросе создания изображений. Также имеется загрузочный виджет. На него мы с вами попадаем, когда только отправили запрос. И также обновляется текст с именем вашей будущей галереи. В блюпринтах, по большому счету, это все. Все подробности будем разбирать по ходу в грядущих видео. Как говорил, вся логика будет на C++. В геймоде ничего особенного нет. Персонажа мы с вами возьмем из Unreal-овского контент-пака. У каждого виджета также будет свой C++ класс. А в мире игры у нас будут акторы для картин, портала выхода. И основной актор — это музей-контроллер, он же класс A-Info. Вся логика будет находиться в данном классе, то есть мы с вами создадим виджет, создадим провайдер из нашего OpenAI плагина, будем отправлять, принимать запросы, обновлять наши картины, управлять видимостью интерфейса. Класс несложный, но детали свои имеются. И даже внезапно мы с вами затронем регулярные выражения для того, чтобы удалять из предложенных OpenAI текстов знаки пунктуации. Также дополнительно мы с вами немножко затронем многопоточность. При разработке демки я нашел некоторые слабые места в плагине. Одно из них относится конкретно к генерации изображений. И если мы запрашиваем изображение как массив байтов, то парсинг такого JSON достаточно затратный, поскольку байтов в каждом изображении много, а мы с вами будем генерить аж до 10 изображений. Поэтому парсинг логично делать в другом потоке. Если обратили внимание, то прелоудер был у нас достаточно плавный. Я уже добавил многопоточность, посмотрим, как в итоге сделаем на стороне плагина или клиентского кода. Пока что я сделал это в плагине. Но для того, чтобы понять данное тонкое место, где находится проблема, нам необходимо будет затронуть другую тему. Мы проведем небольшой профайлинг кода и с помощью замера найдем данную проблему. Я сейчас временно вернул однопоточный код, и сверху имеются макросы, scope, бла-бла-бла, которые позволяют замерять время выполнения определенного участка кода. Это мы с вами также будем рассматривать, это относится к Unreal Insights. И давайте быстренько продемонстрирую, что происходит с однопоточным кодом. Запускаю игру. И давайте сгенерим какие-нибудь изображения, пусть будут из презетов. Нажимаю Create, очищаю лог. И также все, внимание на прелоудер, он немного подвиснет. Смотрим в лог. Детали будем рассматривать позже, но сейчас можно обратить внимание то, что парсинг JSON происходит за 342 миллисекунды. Это достаточно много. А, например, создание всех текстур происходит за 0,2 миллисекунды. Там у меня тоже поставлен замер. То есть очевидно, что проблема в парсинге. Так, давайте вернемся на главный экран, забежим в портал. Данную информацию также можно вывести визуально. Открываем консоль, тильда и вводим stat system. Мои замеры находятся в данной группе system, поэтому они сейчас выведутся. На всякий случай повторяю, это просто демонстрация, все мы с вами будем разбирать в отдельном уроке. Итак, запрашиваю еще раз изображение. И сейчас немного замедлю видео, чтобы было заметно. Видим, да, сразу аномалию напротив JSON parsing. Так, отлично. Повторная команда stat system скрывает графики. И крайняя демонстрация. Также весь перформанс можно записать в файл. Граф на самом деле давайте открою. И команда, которая записывает перформанс файл, называется start file. Запись пошла. Генерирую изображение еще раз. И после генерации запись можно останавливать. Для этого в консоль необходимо ввести stat stop file.
И перформанс можно посмотреть с помощью профайлера. Профайлер находится в нашем любимом разделе Session Frontend, там, где мы с вами запускаем тесты. Вкладка называется профайлер. Нажимаем кнопку Load слева. Автоматически должна открыться нужная директория со статистикой. Выбираем крайний файл, который мы записали. И на графике можно найти аномалию. Видим пик. И здесь что-то произошло плохое. В поиске могу найти мою статистику live.exe. И если выбираю парсинг, то видим, что это наш пик. В общем, обо всем этом мы с вами поговорим поподробнее. То есть у нас работа будет с OpenAI плагином, с интерфейсами, затронем многопоточность и профилирование. Ну и плюс регулярки будут как бонус. Все, на этом промо заканчивается. Всех благодарю за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы про это думаете. Серию в ближайшее время начнем. Всем пока!